Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй расклад. Чего ждать? Что случится до конца 2025 года? Месяца июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Понятно, что у каждого из нас свои и ожидания, и планы, которые уже, возможно, находятся в процессе осуществления или разработки, но и за время предыдущих месяцев 2025 года планетарные транзиты могли нам вернуть как и некоторые вопросы, так и некоторые тайны, заставить где-то прояснить то, что нам, ну, может быть, прежде мы предполагали, а вот здесь добиться какой-то конкретики, возможно, решить что-то окончательно или решиться на что-то. И последующие месяцы, ведь мы, правда, тоже можем стоять перед каким-то важным выбором или важным фактом. Много эмоций ожидается, как и приятных, будем реалистами, так и не очень, может быть. Но есть эти дела, которые, безусловно, потребуют нашего внимания и участия. И почему я делаю наш расклад с июня месяца? А дело в том, что добрые энергии июня, которые будут связаны с тем, что планета Юпитер входит в знак зодиака Рак. И для всех знаков зодиака это доброе время, доброе небо. Это более позитивный период для нас всех в целом, потому что как присутствуют маленькие радости в нашей жизни, когда мы радуемся внутреннему чувству комфорта, приводим, может быть, в порядок наше жилье, или так и на более глобальном уровне доброе время для согласований, как и по части личной жизни проговорить некоторые важные темы, так и обращаясь к чиновникам, нас, скорее всего, услышат. И июль месяц, планета Уран, планета инноваций, новых технологий или где-то даже революционных свершений, входит в знак зодиака Близнецы. И этот период, он не постоянный, он еще на время. И с июля по ноябрь, вот эти несколько месяцев могут означать некоторую прелюдию перед тем, как окончательно, это уже произойдет в апреле 2026 года, на 7 лет Уран войдет в знак зодиака Близнецы. Но вот эти месяцы нам могут показать вот ту палитру, как и возможностей, так и какие-то темы, словно высветить, сделать их более открытыми, ясными, чем мы будем заниматься на последующие 7 лет. Поэтому будьте внимательны к этому периоду. Первая карта, которую мы с вами достанем, чего ждать, ну или что случится, какая сфера жизни для вас или основное направление, наверное, которое и будет требовать вашего внимания. Это будет первая карта. Вторая половина года. И мы с вами достанем сразу же июнь. Чего ждать от июня? И помесячно по одной карте мы достанем еще 6 карт. Июль. Чего ждать? Август месяц. Что принесет сентябрь? Что случится или произойдет? Октябрь, чего ждать, ноябрь месяц и заключительный декабрь. Перемешаем карты и зададим еще некоторые вопросы для того, чтобы прояснить опять же. И первый наш вопрос. Что вас удивит? Это больше с позиции как неожиданность какая-то. Может, это и внешние обстоятельства, которые тоже вас заставят пересмотреть как раз собственные планы или пересмотреть собственные методы. Итак, что вас удивит? Кто или что, мои дорогие водолеи, появится неожиданно? И третья карта. И к чему все идет? Попробуем связать вот эти три карты. Что исполнится? Какая тайна откроется? И если мы спросили, чего ждать, какое продолжение следует за ходом, возможно, на 2026 год. Итак, что же там для водолеев, чего ждать? Основные темы или ключевые события. Вот вы знаете, в себе не сомневайтесь. Мелкая, кстати, карта, и вам ничто не мешает. Это карта искаженного восприятия. Это мы можем себе что-то надумать, или, кстати, не видеть каких-то перспектив, или не видеть выхода из сложившейся ситуации.
или начать что-то анализировать. Очень часто такое состояние бывает из-за усталости. Привести мысли в порядок определенно стоит. И знаете, какой-то конфуз, какую-то путаницу из своей жизни, может быть, вам и придется устранять шаг за шагом в последующие месяцы года. Потому что будь свободным арбитром, вот так буквально нам говорит карта. Давайте посмотрим энергии июня, чего ждать. Ну и правда, уставшие люди делают ошибки, какая-то перезагрузка совершенно необходима. И вы знаете, мои дорогие водолеи, вы либо много дел, которые вы на себя буквально навьючили или согласились на что-то, или много сфер жизни, где вы думаете, требуется ваше внимание, влияние, участие, все что угодно. И вот обратите внимание, маленький предмет, как будто монетка, подсвечен волшебным светом, ждет своего часа. Это прообраз вашей мечты. А мы вот так вот как включились в какую-то рутину, так и вот как эта девушка, изображенная на карте, буквально уже упала от усталости. И ей казалось, наверное, сейчас вот я быстренько все дела переделаю, а вот потом я как раз возьмусь за свое вдохновение. Так вот нет, наверное, вам, мои дорогие, нужно начать с самого главного и быть при этом реалистом. Потому что если вы будете... Какая-то тема в вашей жизни, которая именно важна для вас, вы это должны продолжать. Или, может быть, начать первые какие-то шаги, убрать какую-то путаницу, устранить какую-то многозадачность и больше отдыхать. Потому что вот эти эмоции, как стресса, тут буквально прописано усталость, стресс или как нарушение баланса. Баланс имеется в виду и эмоциональный, так и может быть и физический. Как-то правильно распределить собственные силы и собственное... Может быть, и время, может быть, уделить внимание самому себе и не думать, что я должен или должна успеть везде. Вот поставить себя на первое место. Вот почему-то такие энергии, обе карты о какой-то перезагрузке. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Что же там на июль? Это, кстати, карта любящего человека, король кубков или король воды. Это тот, который умеет сострадать. Это тот, который умеет быть надежным человеком. Это тот, который умеет прийти на помощь. Может быть, это и вы кому-то приходите на помощь. Я такое не исключаю. Но как будто и в вашей судьбе есть тот человек, который как раз на ваши просьбы, может быть, и откликается. Или на ваше веяние души, на ваши чувства. Я бы сказала так, вопросы личной жизни, июль месяц. И есть тот человек, с которым, как вам рекомендуют даже карты продолжать взаимодействие. И здесь у каждого по-своему. Это может быть и родственник, это может быть и любимый человек. И не важно, что меня смотрят как и девочки, так и мужчины, нам выпал именно король кубков. Эта карта просто именно обрисовывает энергию взаимопомощи. И он держит в руках кубок, и другая рука у него лежит правая именно на сердце. Он словно преподносит кубок, как делится своими эмоциями. И причем это делает искренне. Есть какой-то человек в вашей жизни, мои дорогие водолеи, который вам очень важен. Личная жизнь, правда. Построение счастья, построение нового качества жизни. Это у нас уже... На август, посмотрите, причем тут у нас и вопросы денег, и вопросы, связанные с жильем, может быть, у кого-то с переездом, откуда к вам приходят деньги, каким образом вы их зарабатываете, или какие-то системы взаиморасчета, все-таки Пентакли, Земля, и это какие-то перспективы одновременно, и это ваша безопасность вот в центре внимания, и где-то традиции. Я так вижу, что у кого-то отношения могут быть оформлены, если вы встречаетесь какое-то время, может быть, было знакомство, дружба, она может перейти, или, по крайней мере, такие разговоры могут быть, чтобы перевести на новый уровень ваши отношения, начать жить вместе. И для вас, наверное, важно, как и искренние люди в вашем окружении, так и вот эта уверенность, надежность, как июнь, так и июль. И где-то, если мы переложим
Нам карта сказала по личной жизни, да, окружи себя вот этими людьми надежными, те, которые способны сострадать, на которых ты можешь как и положиться, и они тебе и плечо могут подставить в трудную минуту, но одновременно и порадоваться за твои успехи. И, может быть, вот как раз новую какую-то концепцию взаимоотношений. Ну, точно то же самое мы можем применить, поскольку Пентакли мы говорим, откуда-то ведь к нам приходят деньги. Вот что-то подобное, как взаимоотношения и по работе. Вот надежное партнерство, я бы сказала, это тема номер раз, июнь, июль. Но тут какая-то может быть многозадачность, может быть, это вы пытаетесь успеть везде и всюду. Давайте посмотрим, что на август, чего ждать. Вот интересно, у кого-то выбор, мои дорогие девочки. Хотя я допускаю, что и для мужчины, пусть нам два короля, ну, тоже какая-то, может быть, личная история, когда выбор таки присутствует. И между двумя теми людьми, когда, ну, может быть, это касается вас самих, когда у вас два партнера вы выбираете, и какая-то подобная ситуация может сложиться, но это оба человека, которые представлены на картах. Если мы говорили, это искренность, надежность. А здесь у нас добрый человек, надежный опять же человек. И если здесь кубок предлагает здесь буквально хлеб. Вопросы, конечно, можно и так сказать, где-то на сентябрь. Все то, что касается денег, касается банков, вопросы согласований, но у кого-то напрямую разобраться в личной жизни и одновременно, может быть, решить вопросы по части вашего места пребывания или смены места жительства. Может быть, у кого-то это еще и будет связано с переездом. Вот этот выбор, как, может быть, остаться мне в этом месте, где вы теперь находитесь, или куда-то перемещаться. Вас, кстати, могут куда-то приглашать, или вас могут где-то ждать. Но я могу еще сказать и другой момент, мои дорогие. Надежное партнерство вам необходимо, ну, как воздух, как и в личной жизни, так и в решении вопросов ваших достижений. Потому что что такое есть наше благополучие? Это где-то тоже деньги, правда? Деньги – один из способов взаимодействия с миром. Мы не должны поставить деньги во главу наших достижений. Деньги нам только лишь способны помогать. Поэтому, с одной стороны, мы не можем этот важный факт проигнорировать, но мы и не можем как бы жить вот именно ради бумаг или любого рода денег. То есть это должно каким-то образом работать или должно вам приносить радость или открывать новые возможности и перспективы, но окружить себя надежными людьми во всех сферах жизни. Задача номер раз. Кто знает, может быть, вот эти разочарования или какая-то многозадачность, в которую вы включились, вы придете к выводу, что это был такой период, когда либо я был удобным, либо я была кому-то удобной. И тут вы придете к выводу, что нет, я меняю. Словно меняю направление в собственной жизни. И, может быть, и есть какая-то тема, которая вам греет душу, приятна в воспоминаниях. Или прежние какие-то иллюзии. Все-таки у нас проходит некоторая путаница или искаженное восприятие, как мы говорили. Но вот, видимо, настало время с июня месяца быть реалистом. Как и по части приложения собственных усилий, так может быть и включение в те или иные вопросы, связанные с продолжением отношений. Я это вижу так, потому что на кону у вас ваше благополучие, причем такое в квадрате, по максимуму. Чего ждать в сентябре? Ну вот правда, партнерские отношения, смотрите, красной нитью проходят. Причем это те люди, которые нас правильно понимают, которые нас ценят. И партнерские отношения, которые нам показаны по этой карте, двойка жезлов, нам вот это тоненькое перышко, которое как перо ангела, которое он оставил, дабы вот волшебный, опять же, свет исходит от этого пера, и двое, которые изображены на карте, они смотрят в одном направлении. Нам показаны вроде как два разных человека. И, конечно, жезлы – это дела, работа, бизнес, это наши свершения, дела, достижения. Но, значит, все то, что я сказала, как и в личной жизни, партнерские отношения важны, но точно так и по части ваших достижений. Хотя для кого-то из вас открытие семейного бизнеса или когда, может быть, и будут некоторые вопросы, связанные с переездом, но вы когда будете просчитывать, может быть, вместе с вашим партнером,
каким образом на новом месте мы можем зарабатывать деньги, или как это возможность работы из любой точки мира. Тут есть какое-то согласие, понимаете, как и по части личной жизни, повторяю в очередной раз, но так это касается ваших достижений и откуда к вам приходят деньги, добрая энергия, как будто ваше счастье строится от выбора правильного партнера. Ноябрь, чего ждать? Тогда и ваша сила, она раскрывается с новыми возможностями, с новыми горизонтами, как и с новыми кругозорами. Да, где-то вот этого льва приходится так придерживать на коротком поводке, потому что это наши эмоции. И, кстати, лев подчиняется прекрасной деве, потому что он не чувствует агрессии. И у нас ведь говорили уже карты, что договариваться придется. Возможно, вы кому-то скажете нет, потому что тут есть явно какой-то выбор. Может быть и май, может быть и июнь. Вот вполне вероятно. Значит, это нужно сделать как-то элегантно. Может быть, никому ничего не объясняя, как-то полшага в тень, словно уйти. Но у вас хватит и дипломатии, и выдержки, и сил, как и душевных, так и физических, какой-то путь пройти. Все же тут прописано мужество, поэтому, может быть, это вы, вот эта путаница, это вы тут что-то сравнивать можете. Стоит ли мне куда-то ехать, или стоит ли мне на что-то соглашаться. Может быть, на конкретную работу, может быть, на отношения, может быть, на переезд. Ну, у каждого по-своему. Тем не менее, нам карта будет говорить, что у тебя совершенно другое будет качество жизни. Или у тебя есть как новое какое-то направление. Ну да, партнерские отношения – это важно. Пусть это будет по одному человеку или вообще один какой-то человек, который вас поддерживает. Но этого достаточно. И поэтому какой-то путь в одиночку, мои дорогие, вы сумеете пройти. Или правильные люди в вашем окружении развивают ваше творчество, придают вам сил. И окружить себя, может быть, теми как раз, которые не заставляют чувствовать, ну, или не приносят вам как чувство вины или какую-то такую внутреннюю ненужную философию, когда вы не чувствуете себя словно, ну, как внутренняя какая-то разобщенность, когда и наступает, наверное, вот это в нашей душе путаница, а когда в вашей жизни, наоборот, наступает ясность. Окружите себя теми людьми сильными, надежными, проверенными, и которые вас вдохновляют, и тогда ваша собственная сила увеличивается многократно. Декабрь, ну тут ноябрь какой-то очень добрый месяц. Вы можете на что-то решиться, и уже к ноябрю подводить итоги. А в декабре словно новые возможности перед вами открываются еще. Новое качество жизни, полная перезагрузка, уход от разочарований, от какой-то паутины липкой мысли, либо из какого-то лабиринта вы можете выйти, но эта работа начинается с вас самих, вы сами ее начинаете, пока Водолей, наверное, себе не скажет «пора». Тут все карты надежности и конкретно вашей силы. Вот эта палитра новых возможностей, она не откроется. Ну, по крайней мере, так нам говорят об этом карты. И это тоже, опять же, действия, исходя из того, с чем мы определяемся. Это как новое начало. И жезлы, дела, работа, бизнес, может быть, деньги, новые способы заработков. И ангел на заднем плане нам как благословляет вас на какие-то новые подвиги или новые шедевры, на какой-то триумф. Обратите внимание, не в каждой карте колоды присутствует либо крылья, либо сам по себе ангел. Здесь у нас крылышко, здесь, посмотрите, нет ни ангелов, ни крыльев. И это значит то, что требует именно вашего участия и внимания. А вот на какие-то новые свершения, организацию, какую-то новую или возможность, здесь словно ангелы благословляют или высшие силы. Туз жезлов, это у нас что-то получается, и одновременно действия какие-то следуют, и это прекрасное продолжение следует. Хорошо, давайте узнаем, что же вас удивит, мои дорогие водолеи. Вас какой-то человек может удивить своей надежностью. И у нас вообще-то выпадает пара. И если мы говорим про пентакли, дела, работу, бизнес, хотя, я должна сказать, по картам двора, которые больше к пентаклям, ну, в данной колоде это земля,
Это как раз наши близкие, это наша семья, это супруги или надежные партнеры именно по личному нашему участию, скажем так. Не все же брак оформляют, это тоже реальность. И поэтому действительно, что вас удивит, предложение может быть вашего человека, любимого человека или вашего друга перевести, может быть, отношения на новый уровень, а то и вместе скреативить какую-нибудь новую форму зарабатывания денег. Я такое могу предположить. И вы словно вот смотрите в одном направлении. Вы знаете, правда, мои дорогие водолеи, здесь как будто двое сходятся, и они могут изменить мир. Вот что-то подобное. Вообще очень добрая карта. Это та, кстати, что вас удивит, когда вы из какого-то хаоса создадите порядок, отстроите благополучие и новое качество жизни. Вас удивляют, как и собственные силы, возможности, которые раскрывают ваши таланты. И раскрывается ваше новое, опять же, качество жизни, возможность чувствовать себя и быть счастливым, возможности, к примеру, не иметь каких-то проблем с деньгами. Вот все-таки у нас двое на одной волне, двое пентаклевые, один дополняет другого. Или, может быть, каких-то важных согласований. Вы можете сами удивиться новым энергиям, которые приходят вот с таким надежным партнерством в вашу жизнь. Кто или что появится неожиданно. Ну, тогда сразу и неожиданно праздник после победы появляется. Четверка жезлов, это, знаете, как 4 столпа. Это якорь, это уверенность в дне сегодняшнем и дне завтрашнем. И одновременно это еще и какие-то возможности, перспективы. Но праздник от того, что что-то получается. И доброе продолжение следует. Да вы тут вообще и себя меняете, жизнь как будто ваша меняется на совершенно иной фарватер. Может быть, какой-то предыдущий период и был или состоял из какой-то неопределенности или из усталости, и из вашего бесконечного участия в какой-то многозадачности. И вот посмотрите, словно одним махом это может все закончиться, и открываются совершенно другие энергии перед вами, которые и палитру более радостную, более надежную, через взаимоотношения самого разного характера. И это где-то и эмоции, и эмпатия, но это еще, опять же, вопросы денег и вопросы стабильности и надежности. К чему же это все идет? А тогда вам словно пространство, Вселенная, посмотрите, что-то будет развиваться, колесо фортуны. И здесь конкретно добрые перемены нам говорят. Фортуна, так и прописано. Прогресс, мои дорогие. Поэтому какой-то важный выбор вы тут делаете. Может быть, буквально май, июнь. Ну или июль. На что-то вам нужно решиться. И посмотрите. Счастье пытается войти в вашу жизнь. Мы ведь можем вот так же мыть посуду, да? Ну, я аллегорически, понятно. Или включиться в какую-то ерунду, которую мы считаем первоочередной, что это просто жизненно необходимо, от которой мы падаем от усталости и оставляем что-то очень важное, как деталь какая-то на потом. А тут вот как раз эта путаница должна закончиться. И вместе с тем вся жизнь, или вместе с этим, точнее, вся ваша жизнь начинается не только с правильной ноги, а еще и праздник после победы. Так еще и какое-то доброе продолжение следует в плане как и прогресса, как и возможности, так и счастья. Мне нечего добавить. Что исполнится? 15-й аркан, карта эго. Вы знаете, тут вы как будто меняете свои привычки, меняете свои желания. Или если вы раньше себя чувствовали словно заложником, или вами манипулируют, например, все-таки эта карта, она дьявол называется, да, но в этой колоде ангелов-хранителей это именно эго. Это мы так представляли себе жизнь прежде, и мы делали в этом ошибку. И как только мы выходим, словно вот эта птичка вылетает из этой золотой клетки, для нас жизнь играет новыми красками. Да, это заканчиваются какие-то иллюзии. Может быть, по этой карте, кстати, нам будут говорить, если мы спросили, что исполнится, могут исполниться какие-то материальные вопросы, назовем это так вот в целом. Ну, у кого-то это может быть как взятие кредита или наоборот погашение кредита. У кого-то это может быть через партнерские отношения
когда как бизнес, личное дело, личное творчество, развитие. Опять же, откуда к вам приходят деньги? По сути, это возможности. Что исполнится, когда что-то все-таки у вас исполняется? Ну, всегда 15-й аркан. Он говорит, будь реалистом. Какая-то игра не должна быть продолжена, иначе ты заиграешься, и она перейдет в опасность, а ты этого не увидишь. И может быть для кого-то подсказка, правда, что-то нужно прекратить. Вот я вижу так. Иначе это как нам человек показан, да? Я говорила, карта конфуза или неправильного как восприятия. Это на уровне эмоций. И он словно за вот этим забором, который из мечей, а в реальности ведь этого забора нет. Тут ничего не мешает. Так и по десятке жезлов. Сил уже нет, а ведь ничто не мешает. Мы сами добровольно на что-то согласились. Так вот, на что вы прежде согласились, нужно как-то правильно переоценить. А кто знает, может быть и правда, мы все разные, и вы, мои дорогие водолеи, тоже разные. Вы включились из добрых даже каких-то мотивов в некоторые вопросы. А тут вы пересмотрите и сами себе честно скажете, а ведь мной как будто манипулируют. По 15-му аркану тут серьезные вещи проходят. И поэтому какая-то игра должна быть завершена. Иначе она может перейти и в опасность тоже. Нас карта буквально предупреждает. Потому что от правильного выбора будет зависеть качество жизни. Вот посмотрите. Может быть, у кого-то буквально решится на какую-то поездку, переезд, завершение чего-то. Есть такая поговорка, вовремя смыться не значит испугаться. Ну, может быть, одному, кому-то из вас будет важно и это услышать. Потому что если мы успеваем выйти из какой-то зависимости, значит, и сама по себе опасность сводится к нулю. Ну и игра, как манипулирование, тоже прекращается. Где-то и карта говорит, ты вот эти энергии, если будет желание, а у нас про эго мы с вами тоже говорили, не используй. Не пытайся всеми манипулировать тоже. Иначе те, кто к тебе искренне относился, они тут тоже могут пересмотреть. Твоя сила именно в искренности будет, мои дорогие. Вот эти энергии, о которых я долго говорила, с вашей позиции, по отношению к людям надежным, те, которые как раз искренних с вашей стороны отношений тоже заслуживают, нужно держать марку. Иначе это будет какая-то игра. Игра, которую инициируете вы. И тогда это тоже может символизировать какую-то опасность. Одним словом, есть у вас или среди вас и какие-то надежные люди, как минимум один, а то и двое, может быть, как и по части ваших достижений, я уже говорила, так и по части личной жизни. И это для ключевого партнерства в наше сложное время более чем достаточно. Ну вот, переложите на свою жизнь. На кону ваше благополучие. Посмотрите, карта императрицы, какая тайна откроется. Да это вообще вот именно качество жизни, символ нового я, какая тайна откроется. И если вы все то, что я говорила, я уже не повторяю, изберете правильного партнера или когда вы правильные для себя сами приоритеты какие-то расставите, все с этого начинается. Императрица ведь это... буквально карта того, кто плодовит. Ну и буквально, конечно, плодовита императрица для кого-то, мои дорогие девочки, если это сообразно по возрасту и вашим желаниям рождения ребенка. Ну, может быть, как и вы узнаете, что вы ждете ребенка, но это еще и плодовитость на идеи. И это одинаково, как и к мужчинам, так и к женщинам можно отнести, то есть какую-то идею, вот которая ждала долгого часа мечту, вы можете воплотить в жизнь. Поэтому вы для себя откроете ту тайну, что да на самом деле мне ничего и не мешало. Зачем? Или будете у себя спрашивать, а зачем вот я включился в этот режим многозадачности? Или почему, что меня вот удерживало раньше от каких-то важных поступков или от какой-то перезагрузки? Мои дорогие, здесь удовольствие от жизни и правильные действия, возможности. И, правда, для кого-то может проиграться оформление отношений. Такое тоже могу допустить. И здесь
как тайна, в чем вы сомневались, возможно, здесь будет подтверждение. Но у вас само благополучие на кону стоит. Чего же ждать, что будет продолжено? Здесь нужно не мечтать, не прокрастинировать и не поддаваться ностальгии, а для себя правильно расставить приоритеты. Правда, если есть те отношения, которые вам греют душу, но, может быть, с другой стороны партнер не откликается, а возможно, была какая-то, ну, у вас с ним, ну, непонимание, была ссора, то тогда тут не нужно самому домысливать, надо наоборот, на поверхности эти отношения словно подвести и совершить откровенный разговор. По крайней мере, вы не будете терять дальше понапрасну время. Вам нужно с чем-то определяться, может быть, что-то подобное и в конце года, потому что новые возможности. Здесь нужно определить для себя, расставить еще раз реальные приоритеты и одновременно сохранить все то ценное, чего вы уже добились за вот эти последние месяцы 2025 года. Но всегда шестерка – это победа. И здесь я все же больше вижу, с учетом всех остальных карт, что какие-то отношения как раз будут для вас приносить и радость, и новые перспективы. Вас будут внутренне, может быть, обогащать и дарить чувство комфорта, именно внутреннего чувства комфорта. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.